Дорогие друзья, я вас приветствую. Вы на канале Твой Мир. С вами Наталья. Дорогие мои, прежде всего я вас благодарю за все то, что вы делаете для меня, и желаю вам 1000 раз больше добра, любви, света, изобилия и благополучия, чем желаете вы мне, милые мои. Давайте сегодня посмотрим Таро-прогноз для знака зодиака Телец на предстоящую неделю с 6 по 12 февраля. Тельцы, дорогие, настройтесь, а мы будем начинать. Первой картой мы посмотрим общие характеристики недели для вас. Для вас, тельцы, на этой неделе будет какой-то вопрос хитрости, вопрос какого-то предательства, кого-то обойти, кого-то обыграть, где-то себя выставить лучше, чем вы есть, понимаете, приложить к этому максимум усилий для того, чтобы получить какую-то свою выгоду именно в чувственной сфере. Давайте посмотрим, что для вас знаменует понедельник. Тельцы, понедельник. Понедельник для вас знаменуется картой четверка мечей. Эта карта говорит о том, что у вас недостаточно энергии для движения дальше. То есть вы настолько измотали, до этого вы, тельцы, были как-то, знаете, залипши на каком-то объекте, очень много туда потратили своей энергии. И сейчас у вас такой момент, когда вам надо просто восстановить эту энергию, иначе вы рискуете попасть в дикую депрессию. Поэтому понедельник у вас знаменуется картой такого отдыха, наполнения себя. И здесь, знаете, даже как-то вас и близкие поддерживают и хотят вам оказать какую-то помощь, но вы почему-то от них закрываетесь и считаете вообще, что они не имеют права участвовать в вашей дальнейшей жизни. Не знаю почему. Вторник для вас знаменуется картой Королева Пентаклей. Эта карта говорит о том, что вам нужно организовать, вам нужно простроить детально свои маршруты, свои какие-то планы, да. То есть не в разброс, что здесь сделал, там забыл. То есть у вас должна быть структура по поводу вашего начинания, вашего движения вперед. Вы не должны оглядываться на прошлое. То есть, если вы решили дойти в счастливую, гармоничную жизнь, то есть вы должны здесь выстроить структуру, как вы будете к ней двигаться. И как раз-таки во вторник у вас возникнут такие идеи в голове, что надо этим заняться. Среда. Среда для вас выходит картой Верховная Жрица. Эта карта говорит о том, что здесь у многих тельцов может открыться какая-то тайна. Кто-то может получить какие-то тайные знания, которых не доставало для какого-то движения вперед. И здесь вы просто ощутите невероятную силу. Для кого-то проиграется моментом, что будет очень обострена интуиция. То есть здесь многие тельцы в среду, знаете, как будто вы не успели подумать, уже происходят события. Такое тоже вполне может быть. Здесь для кого-то может быть такой момент, когда вы просто узнаете, вот если мы говорим о тайне, да, то эта тайна, она может открыться именно в момент какого-то спора. И вы здесь для себя просто узнаете такие важные моменты, что боролись вы, по сути, и зазря за какой-то момент, за какой-то объект, за что-то, я не знаю. Что касается знаний, эти знания, за которые, понимаете, это знания, вот если кто-то получает сакральные знания, то это те знания, которые вы очень давно за ними охотитесь. Вот знаете, вот нет у вас информации о чем-то, и здесь в среду она для вас просто появится по карте Страшный суд. Это, знаете, карта такая, которая говорит о том, что вы благодаря полученной информации сможете свою жизнь поменять не просто в лучшую сторону, а сделать ее той жизнью, о которой вы мечтали. Вот так для вас отразятся знания. Интуиция вам поможет решить очень важный вопрос. То есть, смотрите, тельцы, подсказки очень хорошие для вас на среду. Давайте посмотрим четверг. В четверг у вас будут какие-то разговоры о каких-то новых начинаниях. Здесь вы как будто будете отстаивать свою позицию, потому что кому-то эта позиция не нравится. Кто-то хочет, знаете, на корню вашу позицию, просто ваш взгляд, ваши интересы, я не знаю, ваши цели, вот просто разгромить, раскрошить и сказать, что вообще это все неверно. И вы здесь в четверг будете отстаивать свою правоту, а потом просто решите, что ситуация должна зависнуть на какой-то момент, потому что вы не можете договориться с человеком. Впадете в некое уныние. Но здесь не печальтесь, как бы все зависит только от вас. Сможете вы быстро из этого выйти
или нет. Я считаю, что, конечно, вы сможете взять себя в руки и двигаться дальше. Давайте посмотрим, что вас ожидает в пятницу. А в пятницу у вас либо просто чудесное настроение, прекрасное, романтичное, либо появляется в вашей жизни такой человек. Но здесь, знаете, вы как-то будете больше радостно настроены, да, эмоционально по поводу выбора своего вот нового начинания. Вот здесь вы даже примете какое-то решение и, знаете, как хочется сказать, забьете на мнение окружающих. То есть здесь вы настолько легко отнесетесь к тому, что вам говорят, что вас как бы это, ну, даже не поколебает ни капельки, понимаете, ваша самооценку, ваше мнение. То есть вы настолько уверены в том, что вы делаете правильно, и плевать вам, что вам скажут остальные. Давайте посмотрим, что для вас несет суббота. Суббота для вас несет некий баланс. Здесь как будто вы немножко недовольны тем, куда вы пришли. Здесь для вас может быть еще и давление, если девочки, супруга со стороны, да, и вы все-таки недовольны переменами, что происходят между вами. А вот это в субботу вы будете об этом думать, вы будете, возможно, даже говорить об этом, но больше здесь идет такой момент, знаете, как соблюдение баланса. Это разбор такой в себе: стоит, не стоит, нужно, не нужно, а мое ли это, а для меня ли это. То есть вот такие моменты вас будут посещать в субботу. Воскресенье что для вас несет? В воскресенье вы будете оглядываться на свое прошлое, думать о том, что происходило с вами, да, почему вы оказались на сегодня в такой ситуации, и будете четко понимать, что все-таки вам еще для того, чтобы осуществить свои мечты, бороться, и для вас это справедливо. Вот такой вы для себя вынесете урок воскресенья. А сейчас давайте посмотрим, какую вам дадут рекомендацию карты Таро на эту неделю. А карты Таро вам рекомендуют на этой неделе как минимум обратить внимание на себя, обратить внимание на то, что у вас есть, оценить это, да, и просто сказать себе большое спасибо, что вы большой молодец или большая молодец, что на сегодня вы уже вот в такой точке находитесь, да, в отличие от, скажем так, других людей, которые находятся рядом с вами. Давайте посмотрим ваши личные отношения на ближайшую неделю. В личных отношениях, а вы знаете, в личных отношениях вам такое чувство, как будто вам не хватает, хочется сказать, денег от вашего партнера, да, и вы как-то и денег, и внимания, и такой какой-то кризисный момент у вас на сегодня в отношениях, что как будто бы, вроде бы и есть, а в то же время недовольны, понимаете? И здесь как-то многих будет не нервировать, а вот именно вызывать недовольство то, что партнер не двигается, не развивается. Хотя ваш партнер развивается, он идет в развитие. Пусть это не так быстро и стремительно, как хотелось бы, но тем не менее у него характер такой, знаете, карьериста, человека, который продумывает, который идет и делает. Это не просто человек, который поговорил и поговорил, да, хотел и хотел. Нет, это тот человек, который поступает разумно, обдумывая каждый принятый шаг, и идет вперед в развитие. Но здесь у вас в отношениях как будто вам чего-то чуть-чуть не хватает. На этой неделе, во всяком случае. Давайте посмотрим, что вас ждет в работе на предстоящей неделе. Вы знаете, тельцы, для многих здесь проигрывается такой момент, что у вас на работе вот знаете как, идет какое-то повышение, и как будто назначат вас. И вы здесь, понимаете, вроде бы как и выбирать хотите, да, надо вам это, не надо, а может что-то другое вы хотите себе для себя выбрать. Но здесь такой момент, что все проходит по справедливости, то есть здесь ключевая карта, акцент на карту справедливости, который говорит о том, что вы заслужили свое повышение. И у вас почему-то, когда наступает этот момент принятия решения, да, грубо говоря, вступить в должность, у вас начинаются некие сомнения и колебания. Но давайте посмотрим, к чему это. Нет, это все-таки решится этот вопрос.
Потому что здесь все-таки такой момент, что вы примете решение, да, и в дальнейшем вы начинаете зарабатывать очень много денег. Вот такой момент для вас, тельцы. Давайте посмотрим, что же вас порадует. Что вас порадует, дорогие тельцы, на этой неделе? Ну, для многих, знаете, кто-то вот действительно порадует та вещь, что вы вступаете в новый круг общения, в новую должность, в новые какие-то права правления к вам приходят, и вас это, несомненно, порадует. Но, знаете, такой момент, как будто вы будете радоваться этому в одиночку, как будто вы как-то не захотите даже поддержки родных и близких. И здесь такой момент, что вы считаете для себя лично справедливым и честным, что вы об этом им не скажете. Не знаю, почему у вас, тельцы, вот так, но как-то вот так. Давайте посмотрим, что вас ожидает по финансам на предстоящей неделе. А финансы вас порадуют безмерно. А вы знаете, вы даже какой-то конфликт, через какую-то конфликтную ситуацию вы для себя откроете как будто новый источник дохода или увидите новую возможность именно в споре с кем-то. И здесь вас, конечно, это чрезмерно обрадует. Именно финансовый вот аспект, да, вы, может быть, узнаете, там, я не знаю, в каком-то споре, как правильно зарабатывать деньги, да, или кто-то вам откроет какой-то секрет. То есть здесь для вас вот такая информация, что вы будете очень довольны тем, что вы узнаете какую-то, увидите возможность именно в споре для решения своих материальных, не проблем, а давайте так, ситуации с деньгами, с финансами, да, на будущее. Давайте посмотрим, что же вас может неприятно удивить. А неприятно удивит вас, тельцы, на этой неделе ваша половинка, либо ваша мать, либо очень значимый для вас человек. А вы знаете, как-то тут такой момент, как будто вы на какой-то момент времени все-таки для себя оцените, что вы пришли к какому-то компромиссу, да, что закончились какие-то там склоки между вами, что вы все-таки смогли договориться, у вас какие-то такие даже чувства всплыли, да, как там в старые добрые времена, и вы говорите о будущем, вы говорите о каком-то направлении движения, да, далее вместе. И здесь как-то такой момент, как будто вы понимаете, что то, что вы ожидали, да, вот какой-то поддержки от вашего человека или верности, да, вот тому делу, которое вы вели всем, скажем так, вместе, да, здесь как будто это все разрушит ваши какие-то иллюзии, как будто человек вообще не на это настроен, понимаете? И вот это вас, конечно, очень неприятно удивит на этой неделе. И давайте посмотрим, на что вам обратить внимание. Обратить внимание на то, что остановка на сегодня в каких-то ваших вопросах, которые для вас пока не решились, это самое благоприятное, что с вами может случиться, потому что так задумано самой судьбой. Именно в этой остановке вы оцените, да, или дадите качественную оценку своему опыту готовности для движения далее. То есть здесь ничего не происходит просто так. И данная ситуация, она вам, конечно, дана для того, чтобы вы приняли решение, которое давно висит у вас в воздухе, но, скажем так, полностью к этому подготовлены. Дорогие тельцы, вот такой расклад получился для вас. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам всего самого доброго, светлого, позитивного. Решения всех ваших вопросов самым благоприятным образом для вас. Желаю вам мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких. До новых видео. Ваша Наталья.